Как судьба довела блестящего экономиста до собственного театра, как библиотека с винотекой превратились в артотеку и что это такое? Ставим лайк, продолжаем смотреть. Итак, третья часть беседы с Алексеем Зиннатуллиным. Книга об Островском – это ваш, насколько я понимаю, первый опыт издания, популярного издания. До этого были научные монографии. Но мне кажется, что вот вас и вашего героя объединяет и исследовательность, исследовательская какая-то вот начинка, и театральность. А вот как в жизни вот вы сочетаете эти оба понятия? Ну, действительно, я по своей научной стезе занимался экономической теорией, а это, вы знаете, философия развития общества. И театр. Но вот слова одного корня. У греков и теория, и театр – это видение, зрелище. То есть для древнего грека увидеть, значит, увидеть своими глазами, значит понять. Понять, значит, увидеть своими глазами. И вот чем больше я живу, тем убеждаюсь, что законы гармонии, они едины. Что для экономики, что для искусства, что для наших отношений между людьми. Поэтому, наверное, это все обогащало меня и смогло вывести меня на свою дорожку, на свою тропинку, не похожую ни на кого. Ну, так был бы я какой-то 100 001 актер, да, снимался бы в дурацких сериалах, или бы водил вот так экскурсии, или был бы преподавателем на кафедре. А вот это переключение в разных сферах и методология исследования, вот оно дает такое сочетание очень необычное. И делает меня не похожим ни на кого. Те темы, которые я беру, те формы, которые я беру, ну, и отвечающие, наверное, моему характеру, моей индивидуальности. А как экономическое образование помогает вам в этой работе? Конечно. Вы же не просто экономист, у вас даже степень есть. Да, да. Причем по экономической теории это сейчас очень редко. Это очень тяжело защититься. И для меня, когда я пришел, ну, у меня была прикладная сначала экономическая специальность. И вот так повезло. А когда ты же не знаешь еще жизни, кажется, везде так. Вот на такой... А сейчас я понял, что это был остров. Удивительной совершенно профессуры. И я вот их слушал, и ни одного слова не мог понять, о чем говорят эти люди. Ну, что-то очень умное, что-то очень интересное. Мне так хотелось до них дотянуться, быть с ними. И вот несколько лет вот такого чудесного общения, рабочего и творческого, потому что это были люди с невероятным кругозором, невероятной образованностью. Мне повезло. Потом, когда я вышел уже вот из этого гнезда, с этого острова, увидел, что не все такие люди. Такой высоты, в том числе и человеческих отношений. Поэтому это дало мне очень много. А самое главное для исследования. То есть это дало инструментарий исследования. Не просто собрать какие-то, да, интересные факты, а вот это уложить в систему какую-то, в какую-то структуру. А и понять суть. Что послужило вот толчком? Где эта граница, когда Алексей Зиннатуллин экономист, перспективный, молодой, да, с большими планами на будущее, где эта вот граница, когда вы поняли, что нужно все-таки уходить немножко в другую область? Ну, знаете, я вот фаталист. Я считаю, что у каждого своя есть судьба, и своя дорога, и своя звезда, которая тебя ведет. И вот нужно очень к ней чутко прислушаться. А когда ты от нее отступаешь, тебя все равно туда вернут, на эту колею свою. Ну, ты набьешь шишки. Поэтому всегда меня влекло вот какой-то мир, вы знаете, воображение, фантазия. Даже ко мне зрители приходят, делятся книгой или фильмом, или спектаклем балетным. Я говорю, я смотреть не буду. И каждый раз, когда я потом смотрел, я разочаровывался. Потому что в моем воображении всегда это все включается, падает это зерно. И вот я такой человек воображения. Поэтому это мне было интересно. Вот. А уже научная деятельность, вот оно смогло это немножко структурировать и мощно обогатить. То есть придать, особенно ты в театре, когда работаешь, да и любая лекция, это тоже, можно сказать, спектакль захватить, да, тем более студенческую аудиторию. Для этого должна быть очень жесткая структура, очень жесткая форма. И поэтому вот эти занятия методологией, в первую очередь, она универсальна. А сколько тогда у вас в репертуаре уже спектаклей? Откуда вы черпаете эти идеи? Ну, я человек вот книжной культуры. Поэтому, хотя
тоже в противовес, может быть, такому развитию общему театрального дела, когда стало интересно пластика тела, визуальные эффекты, экраны, мне всегда было интересно слово. Я считаю, что прочтение – это и есть режиссура. И игра. В театре это игра. Вот поэтому мне вот эти аспекты очень интересны. Ну и монтажа тоже. Поэтому вот мой театр, он связан именно с исследованием возможностями слова, речи, литературного монтажа, театрального монтажа. И я перечитал вместе со своими зрителями всю русскую классику, как я шучу, кроме Достоевского. Вот это пока для меня еще запретная такая вот территория, неизведанная территория. Поэтому вся классика. Ну и многие постановки, которые впервые на русской сцене прозвучали именно в моей студии, связанные с зарубежными классиками. Это Роберт Вальзер. Я первый сделал в России спектакль по его произведениям. Современные авторы тоже мне некоторые интересны. Александр Ильин, вот петербургский такой очень необычный писатель, но блестящий стилист, удивительные, необычные формы его произведений. Женская проза Ольги Гринец. Поэтому интересны не только классики, но и современные авторы, которые откликаются со мной, со временем и с зрительным залом. Для меня очень важно общение с публикой, общение со зрителями. Если можно, расскажите вот о вашем проекте «Артотеки». Что за название «Артотека»? Откуда оно взялось? Чем занимается? Ну, это вот опять грекам, вы знаете, какие-то мертвые корни, а какие-то живые. И вот этот корень тека, он живой. Есть библиотека, винотека, дискотека. А я вот подумал, как мне в шкатулочку собрать все, чем я занимаюсь. И книгами, и спектаклями, и образовательными проектами, и выставками. Вот какую мне такую шкатулку найти? И подумал, пусть будет у меня шкатулка искусства. Поэтому так я назвал «Артотека». Не библиотека, не винотека, а у меня артотека. Собрание вот совершенно разных форм моей работы. И вот это все объединило. Вот. Ну и мне интересна наша отечественная культура. Вот стал искать какой-то образ, который бы вот объединил нашу страну. Подумал, а пусть березка будет. Ведь в каждом регионе она своя, эта березка. Но в то же время это одно и то же дерево. Вот символ нашей Родины. Поэтому вот я назвал «Березовый сказ». И так, чтобы не скучно было. Но не совсем в сказку перешло. Как человек науки все-таки хочу следовать фактам. Вот так границу между рассказом и сказкой. Вот появился этот березовый сказ. И так вот сложилось «Артотека», березовый сказ.